Друзья, приветствую вас! Вы на канале Ниндзя Капитал, дневной выпуск. Давайте рассмотрим ключевые события, ключевые новости, которые происходят, и какие движения предполагаются сегодня до вечера, но может быть и до конца дня на российском и на мировых финансовых рынках. Так, в Америке с одной стороны продолжается политический кризис из-за мэра Нью-Йорка Куомо. С другой стороны, все ближе и ближе заветная цель, связанная с изменением предоставления помощи американской и мировой экономике, которая будет теперь происходить в виде строительства мостов, заводов по выпуску аккумуляторов, столбов с широкополосным интернет и другими инфраструктурными нововведениями, которые позволят увеличить эффективность американской экономики. Правда, там идут, конечно, существенные бадания с республиканцами, и этот весь инфраструктурный план, он так и не отвечает, как будет решена проблема с увеличением потолка американского госдолга, потому что если не выработать определенную процедуру, то можно продолжать получать пертурбации, встряски, которые возникают, когда американский долг в очередной раз вырастает таким образом, что надо его дальше пролонгировать. Да, понятно, все привыкли, и казалось бы, уже ситуация с тем, что американский госдолг вырос, она стала привычной, то есть здесь уже ничего не должно по логике вещей происходить. Но проблема заключается в том, что есть определенные процедуры в хедж-фондах, финансовых организациях, в рейтинговых агентствах, которые в таких ситуациях меняют рейтинги или совершают определенные операции. И поэтому здесь даже при всей привычности подобной ситуации в автоматическом режиме могут начаться какие-то сбои или обвалы. Так, друзья, давайте к календарику перейдем. Сегодня вышли достаточно такие тревожные данные по Китаю. Объем выданных кредитов начинает проседать. На 20% меньше прогноза выдали за июль. И почти в 2 раза, даже больше, чем в 2 раза, нет, в 2 раза снизилась по сравнению с предыдущим значением. Если мы посмотрим график, что здесь происходит, то мы увидим, что китайская экономика, она тоже начинает подсаживаться на кредитную иглу. И на текущий момент пошел откат после предоставления достаточно значительных стимулирующих кредитов. В начале года был пик, сейчас идет провал. И здесь надо что-то делать. Но вот китайский Центробанк, он пытался решить эту проблему путем уменьшения средств резервирования у банков. Конечно, снижение резервирования, оно не приводит сразу в одночасье к мощнейшему взрывному росту выдачи кредитов. Здесь дело немножко в другом. Резервы, они в идеале, если ничего страшного не происходит, их распуск с одной стороны снижает издержки банков, а с другой стороны увеличивает денежную массу в экономике и таким образом является сублиматором кредитов, которые предоставляют. Я не очень уверен, что предпринятые действия приведут к успеху, потому что ситуация такова, что очень много проблемных кредитов, серый сектор кредитования в Китае достаточно ощутимый, большой. И поэтому здесь малейшая какая-то дестабилизация ситуации платежеспособного спроса, она может финансовую систему Китая ее просто разрушить до основания. Поэтому здесь, несмотря на недавние действия китайского Центробанка, снижение выдачи кредитов в совокупности с тем, что идет снижение индекса промышленного производства, это достаточно тревожный звоночек о том, что в Китае что-то идет не так. Так, друзья, давайте перейдем к рынку, что тут у нас происходит на текущий момент. Сейчас посмотрим, обсудим. Так, друзья, давайте начнем с китайского фондового индекса CSI 300. Сегодня он начал хандрить. Чуть было уже 5000 не пробил, не ушел вниз. Если посмотреть динамику движения на часовом таймфрейме, то здесь пока ничего страшного не происходит. У него обычный коррекционный откат волнообразный. Соответственно, здесь, если нету движения в район 4940, он продолжает расти и пытается закрепиться в районе 5150, невзирая на те негативные данные, которые вышли по китайскому кредитованию, по снижению активности. Так, друзья, NASDAQ вчера начал проседать, американский индекс, дневной таймфрейм. Возможно, сегодня движение вниз
даже продолжится вот сюда, вот в район 14 650. Дело в том, что NASDAQ, как говорится, это первая жертва того, что будет меняться способ помощи экономике, когда врубится финансирование замены, застройки, перестройка американской инфраструктуры, потому что здесь уже пока дойдут руки до того, что связано с хай-теком, лидеры роста будут явно не те компании, которые находятся в хай-теке, а которые скорее находятся в ржавом индексе Dow Jones. Так, друзья, вопрос был по акциям Apple, давайте их сразу посмотрим, 4-часовой таймфрейм. Здесь достаточно интересная такая картина, потому что есть уровень 144-145. Если этот уровень устойчиво не пробивается, то здесь мы имеем разворот и как минимум коррекционный, а может и не коррекционный отскок и движение, цель которого 149,5-150. Если здесь возникает пробой, то весьма вероятно, что будет движение на 142-142,2. И если начиная здесь задерживаться, то отсюда развивается пикирование вот сюда вот на 137. Так, друзья, далее AMD. Здесь картинка немножко чем-то схожа с Apple, но здесь смотрите какая ситуация. Здесь вот четко абсолютно есть уровень 102-103, вот этот диапазон. Если этот диапазон пробивается, она очень быстро может вернуться в район 89,5, вот сюда вот. Если этот диапазон не пробивается, она обязательно здесь закрепится и пойдет переписывать максимум. Ну, с AMD ситуация, я думаю, на этой неделе определится, потому что здесь очень большие страсти кипели, и тут как бы либо на догон пойдет, либо отвалится и упадет вниз. Здесь очень сильная раздача была, соответственно, то, что долго-долго собирали, раздали, но примечательно то, что здесь опять начался набор позиций очень существенный. И вот здесь вопрос-то очень простой. Те люди, которые, ну или хедж-фонды, я не знаю, кто там закупался, они выдержат давление на NASDAQ, если оно сейчас будет развиваться или нет. Если они выдержат это давление или NASDAQ не будет проседать, то мы увидим очень хороший отскок. Если они давление не выдерживают или NASDAQ начинает сильно корректироваться, то у них просто повырывает стопы и улетит очень сильно вниз. Так, друзья, далее российская акция Headhunter, которая трансформировалась в криптовалюту, потому что она ходит как криптовалюта по 5% в день. Немножко не добили вот этот хай. Я вообще предполагал, что она здесь будет разворачиваться и идти вниз. Но видите, тут ее решили натянуть, видимо, до двойной вершины. И поэтому здесь, как только возникает касание, если не будет сразу проторговки за этим касанием, или сейчас, если развивается коррекционный откат с пробитием уровня 3450, то в этой ситуации акции компании, они обязательно вернутся вот сюда в район 3200-3150. Так, друзья, далее ВТБ. У ВТБ идет движение сейчас. Цель этого движения потестить и переписать 5,5 копеек. Уже осталось чуть-чуть, меньше 10%. Основной путь ВТБ вот здесь вот проделал. Соответственно, критерий того, что сейчас это движение не произойдет, это коррекционный откат с пробитием 5,1 копейки. Если сейчас это происходит, вероятно, просто сорвут стопы и опустят его в район 4,8-4,85. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, у Газпрома здесь ситуация достаточно интересная. Потому что вот сейчас, сегодня, либо завтра с утра он пробивает 289,5-290 и улетает вот сюда вот на 300. Ну там 299-300. Либо если этого сейчас не происходит, он отсюда должен скорректироваться и сходить вот сюда вот на 279,5 и возможно даже 277,8. Здесь сейчас вот ситуация определится, я думаю, даже в ближайшие часы, ну в крайнем случае завтра. И соответственно, если начинается выход объема и движение вниз, то скорее всего он пойдет сюда к нижней границе. Ситуация на рынке газа такова, что Газпром обязан за уши на 350-360 затащить. Как оно будет в действительности, не знает, наверное, никто. Но я думаю, значительно большая вероятность того, что все-таки, пусть даже окольными путями, но в этом году мы 350-360 по Газпрому увидим. Так, друзья, далее давайте Яндекс посмотрим. Здесь интересная ситуация, потому что он опять
4900 коснулся,